Всем привет, и кто меня не знает, я Исулу, и это канал Fancy Something. Наступает лето, а мы, девушки, такие натуры, раз наступает лето, значит... нужны новые шмотки. Не ходить же в старье. Но много хотеть не вредно для вашего кошелька в первую очередь. Однако, я уже неоднократно показывала вам, как можно сделать из большой мужской рубашки какую-нибудь стильную обновку. Кстати, о жаре и о соке. Я тут сидела на сайте katafoto.ru, и мне приглянулась эта соковыжималка Mirandy J100. Вот этого мне уже недостаточно. Эта соковыжималка выжимает не только цитрусовые, но и овощи, зелень, даже орехи. Я вам сейчас не буду рассказывать, что такое соковыжималка, вы и так все знаете, но поделюсь, что лично меня удивило из преимуществ. Функция быстрой очистки, да? Я не люблю мыть посуду и не горжусь этим. К примеру, после выжимки яблочного сока вы можете воспользоваться очисткой и сразу приступить к приготовлению, к примеру, тыквенного сока. Это же потрясающе! У Mirandy J100 есть две загрузочные горловины, одна поменьше, другая побольше. Если у вас большие плоды, их не нужно нарезать мелко-мелко, тем самым вы экономите время. А я очень занятая, нужно вот сок попить. Сенсорное управление, я же высокотехнологичная тетя. Отсутствие капель и подтекание сока. Как вам такое, Илон Маск? И все это благодаря системе стоп-капля. И что я заметила по отзывам, это низкий уровень шума. А мне ведь всегда приспичит именно ночью. И эту соковыжималку Mirandy J100 можно приобрести на сайте katafoto.ru. Это онлайн-гипермаркет, в котором есть практически все. Электроника, бытовая техника, парфюмерия, все для дома, в общем, все, что хотите. Они работают с 2008 года и отправляют даже в самые отдаленные уголки России. И для моих подписчиков они предоставляют скидку в 20% по промокоду Fancy Something. И он действует по РФ до 30 августа. Промокод вводите в корзине сайта, и цена сразу пересчитается. Поэтому пользуйтесь, экономьте и поторопитесь. Ссылочку на katafoto.ru я оставила в описании под видео. Ну а мы идем готовиться к лету. Вы очень давно просили сделать шорты из рубашки, и ваше желание будет исполнено. Комбинезон получился в такой стиле Ойша, Зара, очень стильно. Я просто обожаю белые вещи. Если бы я не снимала это для видео, я бы все пошила белое. Вот она, наша рубашечка. Ткань здесь похожа на льняную. Летом то, что надо. От линии проймы вниз отступите примерно 15 сантиметров. Здесь будет наша талия. Провели прямую и вырезали. Ох, это самый страшный момент. Но не бойтесь, все будет окей. Давайте сначала займемся верхом. Давайте избавимся от этого классического воротника. Нужно его просто распороть, ничего не отрезайте. Сделаем все аккуратно, просто вытащим его. И та-дам! Смотрите, какой воротничок у нас теперь получился. Прострочите сверху, закройте открытые края. И да, не забудьте избавиться от пуговиц, теперь они не нужны. И у нас получился вот такой воротничок. Вы знали, что он называется мандарин. Теперь наденьте рубашку на себя и поставьте метку, где у вас будет кончаться рукав. Я хочу сделать рукава по футболочному типу. И теперь просто отрезаем здесь. Сделайте то же самое со вторым рукавом. И края подогните 2 раза и прострочите по краю. И вот что у нас получилось. Видите? Все аккуратно. Ну а теперь давайте возьмемся за низ рубашки. Тут-то мы будем делать шорты. И в качестве основы я взяла джинсы, которые хорошо на мне сидят. Они мои самые любимые. Их нужно просто вывернуть наизнанку и приложить к рубашке проймой к пуговицам. Повторите силуэт проймы, ну а все остальное не трогайте. Шорты должны быть немножечко свободными. Перед готов, отрежьте все по бокам, расстегните пуговицы, сложите 2 части рубашки вместе и вырежьте деталь. Вот что у вас должно получиться. Теперь давайте возьмемся за зад. Сложите спинку пополам. И прям сверху приложите первые вырезанные детали, чтобы поставить метки низа и верха проймы, чтобы все было ровненько и все совпало. От руки проведите что-то типа наподобие дуги, но она будет немного глубже. Спойлер, даже этого было недостаточно. И сначала задняя часть врезалась прям в межпопье. Ужас, что я говорю. Поэтому делайте пройму чуть глубже. Я так делала 3 раза. Прошивала, отрезала. И на 3-м разе получилась очень глубокая пройма, и все нормальненько легло. Ничего не впивалось. Ура! Разрежьте по линии проймы и не забудьте разрезать деталь сбоку. И вот и все. 2 детали готовы, зад и перед. У обеих деталей прострочите по линии проймы здесь и здесь. Разверните детали и сложите их лицевой стороной друг к другу. Прострочите по бокам
и внизу соедините швы между собой, заколите булавками, чтобы ничего не ездило, и прострочите. Вуаля, наши шорты готовы! Теперь приложите деталь с шортами кверху. Видите, верх чуть шире, чем нужно. Поэтому, чтобы все ровненько село, компенсируем это выточками. Я поставила метки прямо посередине шорт, и в этом-то месте и будут наши выточки. Подгинаем ткань, закалываем булавками, делаем это спереди и сзади. Ну вот, видите, теперь все сходится. Складываем эти две детали вместе и прострачиваем. И вот что у меня получилось. Даже так смотрится очень круто, но очень свободно. Видите, и сзади на попе все хорошо село. Теперь давайте сделаем поясочек. Я же говорила, что буду использовать всю ткань. Пояс я сделала из рукавов. Просто нарезала рукава на полосочки и сшила вместе. Я оставила небольшое отверстие. Через него можно вывернуть весь пояс наружу. Ну и по завершении просто прогладьте утюгом. И у нас получился очень красивый и длинный пояс. Вот кто бы мог подумать, что из таких маленьких рукавов можно сделать такой длиннющий пояс. Ну что ж, меряем, подгинаем рукава и припоясываем. Готово! Посмотрите! Боже, по-моему, это мой самый любимый комплект. Очень красивый, женственный. И даже то, что шорты короткие, верх компенсирует эту голость. И все выглядит гармонично. Вы не слишком голая, но выглядите по-летнему. И да, на моем втором канале вышло новое видео. Кто был не в курсе, что у меня есть второй канал? Ты кто такой? Там я рассказывала о своем уходе. Если ты ничего не знаешь об уходе, то тебе стоит посмотреть это видео. Я объясняю доступным языком, поэтому если ты хочешь открыть себя в мире красоты и ухода, то welcome, ссылка будет в описании. Боже, как же красиво смотрятся эти топы. Я пересмотрела кучу вариантов в Пинтересте. И тут резиночки, и там, и здесь. Очень красиво. Поэтому я подобрала черную ткань, чтобы выглядеть максимальной кошечкой. И я просто обожаю пышные рукава. И это самая простая идея из этого видео. Самый универсальный вариант, поэтому юзайте. Надо признать, что черный это равно элегантность, и черный это классика. Поэтому из этой гигантской рубашки мы будем шить топ с пышными рукавами. И когда я начинала, я что-то не так наметила, уже начертила выкройку, но не там отрезала. Короче, я все напутала, но низ остался целый, и мне этого будет достаточно. Чуть не испортила. Давайте теперь все заново. Я взяла свой любимый топ, который сидит на мне хорошо. Вы теперь видите все мои вещи, которые хорошо на мне сидят, их не так уж и много. Прикладываем топ ровно посередине и переводим его боковушки, начиная от проймы и донизу. Сначала я начертила дугообразный вырез, но потом передумала и стерла. Пусть он будет прямой. И теперь все это вырезаем. Вот что у вас должно получиться. Сложите две детали вместе лицевой стороной друг к другу, перед и зад, и прострочите по бокам. Та-дам! Вот что у вас должно получиться. Вот такой вот топ, похожий на трубу. Обработаем область декольте. Просто подогните ткань в 2 раза и прострочите близко к краю. Раз. И 2. Сделайте это как на спинке, так и спереди. И вот что у вас должно получиться. Спинка и перед. Так топ выглядит на мне. Он немного топорщится, потому что не хватает пуговиц. Мы нашьем новые петельки здесь, здесь и здесь. Если вам не хватает пуговиц, то возьмите их с рукавов. В общем, у вас будет достаточно свободных пуговиц. На швейной машинке есть функция пришить петлю. Она делается автоматически, вам просто останется сделать дырочку. Пришейте пуговицы и вуаля! Видите, уже совершенно другой вид. Теперь давайте возьмемся за рукава. Манжеты вам не понадобится, можете отрезать. А можете оставить, если хотите более мужской вид. Нижний край рукава подогните в 2 раза, прошейте и оставьте небольшое отверстие. А туда мы будем прогонять трусную резинку. Кто помнит эту резинку, напишите в комментариях. Измерьте свою кисть. Не обязательно сильно натягивать резинку, чтобы вам не передавило руку. Отрежьте. Таких резиночек вам нужно 2. Проденьте их через это открытое отверстие. Сшейте эти 2 резинки вместе, замкните круг, зашейте открытый шов, и вот что у вас должно получиться. Такой вот присборенный рукавчик.
Очень красиво. А что делать с верхом рукава? Там, где у нас пройма. Нам снова понадобится трусная резинка. И с помощью нее обхватите свое плечо, немного натягивая резинку. Таких деталей нам нужно тоже 2. Прикладываем резинку к краю рукава. Закройте сверху тканью и заколите булавкой. Сделайте то же самое со вторым краем резинки, но уже с другой стороны. И теперь прострочите зигзагом по всей окружности, при этом натягивая резинку. И та-да! Вот такая гармошечка у вас должна получиться. Выглядит очень аккуратненько и красиво. Теперь этот рукав пришиваем к пройме топа. Естественно, у вас пришьется только половина рукава. Приложите рукав к топу лицевой стороной друг к другу, заколите булавками и прошейте на машинке. И вот и все, наш топ готов. Он выглядит очень элегантно. Его можно носить как на плечах, так и при приспущенных рукавах. Очень женственно, я люблю носить этот топ со скини-джинсами. И ткани вам понадобилось совсем немного. У меня там еще большой кусок остался, который я запорола. Но это супер универсальная вещь, которая подойдет каждому. Тренд сезона – платье на запах. Выглядит очень женственно, сексуально и при этом достаточно скромно, а в летнюю жару носить такое платье – одно удовольствие. Вы можете поэкспериментировать с принтом рубашки, выбрать какой-нибудь цветочек, тоже будет супер круто. Но мужские рубашки, как правило, достаточно скучных принтов, поэтому если что-нибудь найдете, хватайте. Выбирайте максимально гигантскую рубашку, главное, чтобы на ней не было пометки Slim Fit. Обычно там написано Regular Fit и всякое такое. В общем, спросите у консультанта. Главное, чтобы не приталенные. 2XL, даже 3, ну, если будет больше, еще круче. Ну, а теперь давайте приступим к рубашке, естественно, в желтом цвете. Ткань что-то между хлопком и льном. Очень приятная и легкая на ощупь. И очень большая. Дрыгающиеся пальчики. Для начала подготовим рубашку. Необходимо распороть все карманы. Та-дам! Готово. Теперь возьмите любимую футболку, которая сидит на вас лучше всего. У меня, пожалуй, это. Сложите ее пополам, приложите футболку рукавом к пуговицам и перенесите контур проймы на рубашку. Приложите футболку как можно выше на рубашке, максимально, возможно, высоко, чтобы не было слишком коротко. Используйте ткань по максимуму. А теперь измерим расстояние от плеча до талии. У меня получилось примерно 42 сантиметра. Теперь переносим эту мерку на рубашку, на нашу выкройку. Также от плеча отмеряем вниз 42 сантиметра. Именно здесь у нас будет находиться талия. Теперь измерьте расстояние от проймы рукава до шеи. Именно отсюда у нас будет начинаться декольте. Переносим эту мерку на выкройку, ставим метку и соединяем эти две метки вместе, метку от шеи до талии. А нижний угол нужно скруглить. И вуаля! Наша выкройка готова. Расстегните рубашку, избавьтесь от всех пуговиц и вырезаем выкройку, оставляя припуски на швы. Вот так у вас должна выглядеть выкройка. Эту деталь прикладываем к рубашке с другой стороны и переводим и вырезаем. В общем-то, все понятно. И вуаля! Это выглядит как фартук, но если мы перевернем, у нас получится платье на запах. Теперь осталось вырезать спинку. Приложите ту самую вашу идеальную футболку к спинке рубашки и полностью переведите ее. Снизу я приложила одну из деталей переда, чтобы ориентироваться, где у нас пройма и где начало и конец платья, чтобы все совпало. И все, вырезаем. И выкройка спины готова. Вот только нужно избавиться от этой петельки. Дырочка. Я сделала дырочку, не снимай. Не снимай же! Это не пойдет в видео. Это дырка насквозь. Никто ее не видел. Видел. Ну что ж, придется смириться. Теперь складываем бутербродика все детали вместе, лицевой стороной друг к другу. Видите, уже становится похоже на платье. Прострочите по бокам и сверху по плечам. Теперь вместе среза декольте нужно обработать. Просто сложите край в 2 раза и прострочите ближе к краю. И сделайте по всему этому краю. Платье еще коротковато, но мы спасем ситуацию рукавами. Сейчас мы будем шить рюшечки. Отрежьте все лишнее, разверните рукав полностью
и нарежьте на ровные полосочки. Сначала я поделила рукав пополам, потом прочертила прямую, чтобы линии были прямыми. И затем эту деталь поделила еще пополам. И вот что у меня получилось. Очень-очень много таких деталей. Сложите эти полосочки лицевой стороной друг к другу и прострочите сбоку. Проделайте то же самое со всеми остальными полосочками, но 2 полосочки оставьте на потом, они нам еще пригодятся. Теперь всю эту длиннющую полосочку, которая у вас получилась, нужно обработать. Просто нижний край подогните в 2 раза и прострочите к краю. Вот что у вас должно получиться. А теперь прострочите верхний край крупным стежком. Вы можете сделать это и вручную. Потяните за одну нитку и присборьте ткань. У вас должна получиться рюшечка. Вот такая рюшка у вас должна получиться, только не такая короткая, а длинная. И пришиваем ее к нижнему подолу платья, начиная от талии до талии. И да, у нас остались необработанные рукава. Низ проймы вы можете просто подогнуть и прошить, но из небольших остатков ткани я сделала 2 маленькие бейки. Это просто сложенная в несколько раз ткань, и она немного тянется, потому что скроена по косой. Очень много сложных слов, но это для тех, кто более прошаренный. Если вы не один из тех, то просто подогните ткань. Эту бейку я пришила только к низу проймы. Видите, когда есть бейка, все сразу гораздо аккуратнее. Готово, ну а уже сверху я пришила 2 маленькие рюшечки, которые я вам говорила оставить. Они были предназначены для рукавов. Наше платье практически готово. Теперь осталось сделать поясочек. Это же платье на запах. И в строительном магазине я купила хлопковую белевую веревку. Она напоминает мне нитки для макраме. Возможно, именно ее и используют. Из нее я нарезала 6 веревок по 150 сантиметров. И теперь берем 3 нитки вместе и пропускаем через такой деревянный шарик. В швейном магазине вы можете купить специальные наконечники, как на худи, но мне понравились вот такие деревянные шарики. Через него я пропустила нитки, подклеила горячим клеем, чтобы ничего не ездило, и сплела длиннющую косичку. Сделайте то же самое с остальными 3 нитками. И теперь свободные края 2 косичек пришейте к краю ткани на уровне талии. И все, наш поясочек готов. Второй шнурочек будет пропускаться через бок платья, поэтому там необходима небольшая дырочка. Завязываем и вуаля, готово! И посмотрите, какое платье у нас получилось. Даже не верится, что оно было сделано из такой гигантской рубашки. Теперь смотрится очень женственно и по-летнему. И мне кажется, этот поясочек сюда просто идеально вписывается. Ну что, как вам? Feet moving, your body turning to a wave. Let it go, you gotta let it go. Feel the rhythm moving through you. Напишите в комментариях, какая вещь вам понравилась больше всего. Получилось стильно, трендово, просто моя новая любовь. Я, кстати, все еще ношу вещи с прошлого года, где мы шили платья из рубашек, поэтому, наверное, и эти затаскаю. Но предыдущие видео с переделками рубашек вы можете посмотреть вот здесь. А это мое новое видео на канале Айсулу Нуртаева. Подписывайся и смотри. Ну а я с вами прощаюсь, и мы увидимся с вами в следующем видео. Всех целую, всем пока!